Пам-пам-пам. Однажды я проснулась и поняла, что я хочу сделать свою чертову лампу. И так как у меня в комнате и так уже полно странных вещей, но еще одной, мне кажется, очень сильно не хватает. Поэтому я сделала скетч, купила все нужное, нашла лампу. И, как обычно, меня зовут Кэр, и это мое новое видео о создании той самой лампы. Итак, первое, что я делаю, это создаю форму. Делаю это все, конечно же, из фольги, потому что очень неумно, по-моему, лепить все из нашей полимерной глины, так как оно, во-первых, не пропечется и будет весить очень много, и очень много материала на это уйдет. Сейчас мы, конечно же, начинаем моделировать нашей штуке лицо. Говорю сразу, я не стесняюсь смотреть, как лепят другие люди, и стараюсь иногда некоторые фишки у них подбирать. Это очень полезно, и мне просто безумно нравится то, что мы живем в эпоху, когда я могу посмотреть всего-навсего пару туториалов в Инстаграме и перенять, конечно же, немного опыта себе и сделать из этого уже что-то свое. Если вы тоже вдруг захотите начать лепить, то я вам настоятельно рекомендую начать все-таки с пластилина, так же, как и я начинала в свое время, потому что полимерная глина стоит очень дорого, и если вы ее купите, поймете, что вам это не нравится, она попросту может испортиться, вы ее выбросите, и это будут деньги на ветер. Мне безумно сильно понравился мой первый опыт в лепке. Именно первый, потому что я эту штуку слепила от начала и до конца. Если вы видели в начале видео, есть несколько скульптурок, но они немножко все кривые, я их лепила давно, они мне не нравятся, и я их все-таки не доделала. Поэтому первой своей работой я считаю именно ее. Итак, низ этой подставки я начинаю лепить из другой глины, так как скальпи бы мне просто не хватило. Использовала я глину, эту вот именно белую, которую вы видите, фирмы Fimo, и, мягко говоря, я очень разочаровалась. Она стоит столько же, сколько и скальпи, которым я лепила все, и притом им очень удобно работать. А Фимо, ну не знаю, то ли она испортилась, то ли она и вправду такая ужасная, хотя на ее пачке пишет софт, но мне как-то в это мало верится. Не знаю, мне хочется верить в то, что это не она такая хреновая, мне просто продали конченую испорченную глину, которая уже высохла, и ей уже просто жопа. Мне даже пришлось греть ее на батарее, чтобы банально просто ее приклеить к низу. Это ужасно, она ужасно твердая, как камень. Ее когда разминаешь, у меня потом остаются просто синяки на ладонях. Это ужасно. Скальпель мне понравилась намного больше из-за своей такой приятной маслянистой текстуры, и когда ты лепишь, очень приятно это все сглаживается и очень легко мнется. Это прям очень огромный плюс. И еще немного позже я расскажу вам об еще одной крутой глине, которую я чаще всего использую, но она очень сильно отличается и от скальпи, и от фимо. И если кто-то не понял, я люблю на подставке для еды из Икеи, так как она вышла мне намного дешевле, когда мы были в Польше. Она стоила что-то около 150 гривен, а в тот момент как небольшие такие чугунные подставки AK, гончарные круги, вы можете погуглить, стоят очень и очень много, от 1000 гривен, и они маленькие, у меня эта штука бы там не уместилась, а мне принципиально, чтобы была хрень, которая крутится, чтобы я постоянно не пацкала, не знаю, пальцами по скульптуре, чтобы она, ну, как бы не сожмакалась.
И подставки этой я ставлю 10 из 10, я ее буду пользоваться, и я не жалею, что я выбрала ее, а не гончарный круг. Кстати, хочу еще сказать вам одну очень важную вещь. Это то, чтобы вы не забывали, если что-то будете лепить, собираетесь что-то лепить, так же, как и я, отражать вашу скульптуру или что бы то ни было в зеркале. Потому что глаз очень привыкает, вам кажется, что все ровно, все нормально. Когда вы смотрите в зеркало, оказывается, что один глаз выше, другой ниже, и так далее, и тому подобное. И это все надо исправлять, пока вы еще не запекаете свою скульптуру, потому что потом уже будет поздно. Итак, наша скульптура готова к выпечке, но перед тем, как запекать, нужно очень хорошо все загладить и очень хорошо все обдумать, продумать, потому что потом у вас не будет возможности все испортить, так как ваша скульптурка просто затвердеет. Я, например, читерила и очень часто фоткала на iPad эту подставку и рисовала, собственно, на самой фотографии, чтобы примерно прикинуть, что да как мне в будущем сделать. И это мне очень сильно помогло. И если что, саморезы нужны только для того, чтобы плафон попросту не упал с подставки. Запекаю я все это при указанной температуре. Точной температуры я прям не помню, можно погуглить, потому что я бумажку выкинула. Но вообще я вам советую сначала засунуть маленький кусочек глины, что-то слепить вообще левое, и попробовать что да как оно запекается, потому что очень легко пережарить, не дожарить, прости господи, и выйдет у вас, короче, говно. При работе со скальпи я поняла две вещи, точнее один минус и один плюс. Минус — это то, что нельзя делать тонкие штуки, как волосы у меня снизу, например, потому что они очень быстро сломаются, и это очень грустно, потому что это дофига стресса, и у тебя желание появляется это все бросить прямо на той же секунде, когда оно начинает крошиться. Ну и, конечно же, плюс — это то, что скульптура прям очень хорошо шлифуется, и прям наждачкой, и очень хорошо по ней резать, и в отличие от той же Фима, это идеально, потому что Фима я не могу вообще никак порезать, даже пошлифовать нельзя, она просто становится как бетон какой-то. Итак, переходим к деталям. Как я уже говорила, я знакомлю вас со своим третьим материалом. Это мой просто любимейший после скальпи ладол. Им я очень часто могу заделывать какие-то дырки, например, в скульптурах, ну или вообще слепить из него что-то свое. Это самозастывающая глина, которая по консистенции больше похожа все-таки на густую волокнистую пасту. Это немного странно, но быстро привыкаешь, так как эта штука очень сильно отличается от той же полимерной глины. Плюсы ладола в том, что он легко наносится и его не нужно запекать совсем, он просто сохнет на воздухе. Просто оставляете на какое-то время и вуаля, оно сухое полностью и все прекрасно. Минус его также в том, что после высыхания он становится чем-то похожим на, наверное, гипс, потому что при ударах легко очень деформируется. Но я свои скульптуры бить не собираюсь, и эта штука просто как шпаклевка для меня, и просто идеально мне подходит. Та-да-да-да-да-да-да. У нас наконец-то покрас. Мы красим нашу скульптуру, и это то, чего я так долго ждала, пока усердно все лепила. Но в конце, как оказалось, лепить мне все-таки понравилось куда больше, чем все закрашивать. И вообще мне в первую очередь очень понравилось лепить, потому что я отсекала весь стресс и пыталась именно получать одно только удовольствие, чтобы не корить себя, что что-то не так, как я хочу, потому что нужно помнить и не расстраиваться, если не получается, например, то, что вы хотели или ожидали, потому что это в первую очередь опыт. А если уж я и расстраиваюсь, то мне очень сильно помогает закрыть глаза и просто представить, что
эту штуку сделала не я. Тогда совсем по-другому начинаешь смотреть на свою работу, и точно так же я, например, делаю, когда смотрю на чужие работы и представляю, что, блин, как круто, я бы тоже так хотела, но я не смогу, это все слишком идеально. Я просто закрываю глаза, открываю и представляю, что это сделала я. И тут же сразу появляется куча недочетов, и сразу нет этого вау-эффекта, как будто кто-то, вау, может сделать что-то круче, чем ты. Нет, ты понимаешь, что ты точно так же это сделаешь, и точно так же, если это будет крутым, ты будешь это очень сильно критиковать. Еще забыла сказать, что перед каждым слоем краски и после него я наносила Super Clear. Эта штука создана для того, чтобы создавать некое шершавое покрытие, чтобы вы могли красиво и ровно все рисовать поверху красками. Или, например, какими-то акварельными карандашами, если у вас такие имеются. Также он вроде как защищает от ультрафиолетовых лучей, но я еще не знаю. Также хочу вам сказать, что если этот видос наберет хотя бы 15 тысяч лайков хотя бы, то я очень сильно хочу воплотить кое-какую идею, я уверена, вам очень понравится, я хочу кинуть себе прям вызов. Если это будет моя первая скульптура, то это будет моя вторая, и это будет не просто какая-то поделка, это будет именно полноценный человеческий бюст. Кого пока не скажу, идею пока не скажу, но если вам это интересно, пожалуйста, поддержите меня, и я буду знать, что вам это тоже интересно. Итак, мы перешли уже к лаковому покрытию. Это даже не лак, я скажу, это, как оказалось, обычная просто эпоксидка, хотя стоит достаточно дорого. Фирмы ее вы видите, я не знаю, как правильно ее просто произнести, поэтому, извините, гуглите. И я такие с голыми руками тут на видео, но я вам сразу скажу, что лучше бы мне было надеть перчатки, потому что эту хрень отмывать от рук просто ужасно, нереально и неприятно. Если что, то это не медуза Горгона, потому что многие почему-то думают, что это типа что-то вот такого мифического персонажа. Нет, это просто голова, которая выныряет из воды. Спасибо за внимание. Мне бы очень сильно хотелось поработать именно с настоящей вот такой прям эпоксидкой, не просто таким как бы стеклянным покрытием. И у меня даже есть идеи на этот счет, но мне нужно очень много времени, денег и сил на это. Поэтому надеюсь, что к лету я возьмусь за это все, и вы увидите кое-что интересное. Итак, вот что у нас в конце получилось, и, если честно, то результатом я более-менее довольна. Тем более, что я леплю первый раз, и, по-моему, на первый раз это вообще чики-бомбони. Эта штука выглядит прям очень круто, и сам светильник придает невероятнейшего уюта. Ну и на этом, конечно же, все. Спасибо за то, что вы посмотрели мой видос. И спасибо огромнейшее ребятам, которые поддерживают меня на Патреоне, потому что у меня благодаря им есть какая-то мотивация что-то делать и творить. И я просто нереально вам благодарна. Поэтому с вами был, как всегда, ваш бутерброд Брик. До скорых встреч. Надеюсь, очень скоро выйдет новый видос. Так что пока-пока.